в погоне за отражением. Человек своим мироощущением создает индивидуальный слой мира, отдельную реальность. Эта реальность в зависимости от отношения человека приобретает тот или иной оттенок. Если выражаться образно, там устанавливаются определенные погодные условия, утренняя свежесть в сиянии солнца или пасмурно льет дождь, а бывает, что свирепствует ураган, либо вообще творится природная катастрофа. В какой-то мере окружающая действительность формируется, как это принято считать, в результате непосредственных действий человека. Но мыслеформы обладают не меньшей силой, просто их работа проявляется не так явно. Во всяком случае, наибольшее число проблем возникает из-за негативного отношения. А потом всю эту заваренную метафизическим способом кашу приходится расхлебывать на физическом уровне, что только усложняет дело. В целом картина отдельной реальности зависит от того, как человек настроен по отношению ко всему, что его окружает. Но в то же время его настрой обусловлен тем, что происходит вокруг. Получается замкнутая петля обратной связи. Реальность формируется как отражение образа мыслей человека, а образ, в свою очередь, во многом определяется самим отражением. Человек, стоя перед зеркалом, устремляет на него все свое внимание, не пытаясь взглянуть на себя изнутри. Вот и получается, что главенствующую роль в цепи обратной связи играет не образ, а отражение. Человек находится во власти зеркала, потому что, словно завороженный, смотрит на свою копию. Ему не приходит в голову, что можно изменить сам оригинал. Именно в силу этой зацикленности внимания на отражение мы получаем то, чего активно не желаем. Обычно негативные переживания всецело владеют вниманием человека. Он озабочен тем, что его не устраивает. Думает о том, чего не хочет, и не хочет того, о чем думает. Вот такой парадокс. Но ведь зеркало не учитывает желание или нежелание человека, оно просто, в точности передает содержание образа ни больше, ни меньше. Совершенно нелепая ситуация получается. Человек вечно таскает с собой то, чего не приемлет. Не язык мой враг мой, а мысли мои враги. Несмотря на весь абсурд, дело обстоит именно так. Что происходит, когда человек что-то ненавидит? Он вкладывает в это чувство единства души и разума. Отчетливый образ, безупречно отражаясь в зеркале, заполняет собой весь слой мира. Что ненавидишь, то и получаешь в своей жизни в избытке. В результате человек еще больше раздражается, тем самым увеличивая силу своего чувства. Мысленно он отправляет всех куда подальше, да пошли вы все. А зеркало возвращает этот бумеранг обратно. Ты послал, и тебя послали туда же. Количество неприятностей возрастает. Еще бы. Если стоять перед зеркалом и вопить, чтоб ты провалился, какое отражение там возникнет? Как ты проваливаешься вместе со своим миром? Подобным же образом предмет осуждения проникает в слой обвинителя. Представьте себе такой характерный пример. Сердитая пожилая особа взирает на весь мир сукоризной. Она сама живое воплощение сурового и непогрешимого правосудия перед людьми и совестью права. А весь остальной мир повинен держать ответ за то, что не пришелся ей по нраву. Картина сформулирована предельно конкретно и ясно. Смотрясь в зеркало с таким гонором, она создает вокруг себя равнозначную действительность, то есть сплошную несправедливость. Ну а как еще должен реагировать мир? Ее он не осуждает, а себя не оправдывает. Мир с присущим ему свойством становится именно таким, как его представляют. То же самое происходит в случае неприятия чего-либо. Например, если женщина резко отрицательно относится к потреблению алкоголя, она обречена сталкиваться с этим на каждом шагу. Ей постоянно будет досаждать пьянство в различных проявлениях, вплоть до того, что она выйдет замуж за алкоголика. Чем сильнее отвращение у жены, тем больше пьет муж. Время от времени он может предпринимать попытки завязать с этим делом. Но она так сильно ненавидит пьянство, что буквально смакует свою неприязнь и со стервенением твердит свое: «Да не бросишь ты пить». И действительно, если муж не имеет твердого намерения, жена, упертая в своем неприятии, может внедрить свою мыслеформу в слой его мира.
Склонность к пессимистическим ожиданиям вообще со стороны выглядит мало привлекательно. Настроение типа «а, все равно ничего не получится», подобно садомазохизму. Пессимист получает извращенное удовлетворение, упиваясь своей тяжкой долей. Мир так плох, что дальше некуда. Вот и по делам ему и мне вместе с ним. Такая патологическая привычка находить упоение в негативизме развивается вместе с предрасположенностью к обидам. Я такой замечательный. А вы не цените. Вот он, верх несправедливости. Все, я обиделся, и не уговаривайте меня. Вот умру, тогда узнаете. И что в итоге получается? В зеркале не просто отражается, а надежно укрепляется картина фатального неблагополучия. Обиженный сам заказывает неудачный сценарий и потом торжествует. «Ну что я говорил?» А зеркало лишь исполняет заказ, как изволите. С такой же фатальной обреченностью неудачник констатирует свое незавидное положение. Вся жизнь сплошной мрак, и впереди никакого просвета не видно. Он изо всех сил не желает такой судьбы, и потому всю мысленную энергию пускает на жалобы и стенания. Но что может отразить зеркало, если в образе сплошное недовольство? Каков образ? Я недоволен. Я не хочу. Таковое отражение. Да, ты недоволен, и ты не хочешь. Опять лишь сам факт, ни больше, ни меньше. Недовольство собой имеет ту же парадоксальную природу, оно порождает само себя. Есть одно золотое правило, которое можно включить в учебник для полных идиотов. Если я себе не нравлюсь, то я себе не нравлюсь. И в этой тавтологии заключается принцип, которым, как ни странно, руководствуется большинство людей. Взять, например, внешность. Можно заметить, что практически все маленькие дети очень симпатичны. Откуда же берется столько взрослых, недовольных своим внешним видом? Все оттуда же из зеркала, которое возвращает обратно все претензии. Вырастают красивыми те, у кого преобладает склонность любоваться собой, вот в чем их секрет. Они руководствуются правилом: если я себе нравлюсь, то у меня появляется все больше оснований для этого. Совсем другое дело, когда образ говорит своему отражению: что-то я поправилась, надо бы похудеть. На что зеркало бесстрастно отвечает: да, ты толстая, тебе надо худеть. Или так: что-то я отощал, надо бы подкачаться. На что следует ответ: да, ты хилый, тебе надо качаться. Реальность отзывается как эхо, подтверждая услышанное. Вот так и комплекс неполноценности взращивает сам себя. Вслед за низкой самооценкой идет соответствующий приговор, который зеркало притворяет в действительность. У меня нет особых талантов. Да, ты бездарность. Я недостоин лучшей участи. Да, тебе не на что больше рассчитывать. А если вдобавок ко всему еще имеется врожденное чувство вины, тогда вообще пиши пропало. Я повинен. Я обязан отработать свой долг. Да, ты достоин наказания, и ты его получишь. Ну а как же иначе? Если человек, пусть даже неосознанно, ощущает свою вину, что должно отразиться в зеркале? Возмездие всенепременно. Стоит ли говорить, что беспокойство и страхи реализуются также незамедлительно? Человек опасается стольких вещей, что большинство из них не случается только потому, что это требует больших энергозатрат. Несчастье и катастрофы – это всегда аномалии, выбивающиеся из равновесного течения вариантов. Но если нежелательное событие лежит недалеко от течения, оно обязательно произойдет, потому что человек притягивает его своими мыслями. А вот сомнения действуют наоборот. В отличие от страха, который фиксирует внимание на возможной реализации какого-либо события, сомнение больше озабочено тем, что это не произойдет. И, разумеется, во многих случаях сомнения, как назло, оправдываются. Но почему назло? Это человеку лишь кажется, что здесь работает закон подлости. На самом деле зеркало просто отражает содержание мыслей, и только. В любом случае стремление чего-то избежать сильно повышает вероятность столкновения. Все делается наперекор, отчего человек нередко приходит в состояние раздражения, а то и пребывает в нем большую часть времени. Раздраженное состояние завершает общую картину мироощущения. В итоге получается интегральный образ.
Я ощущаю дискомфорт. В соответствии с этим выстраивается индивидуальная реальность, в которой все идет к тому, чтобы этот дискомфорт сохранялся и еще более обострялся. Человек своим негативным отношением сам раскрашивает слой своего мира в черные тона. Любое отношение, в которое вкладывается неистовое чувство души и твердая убежденность разума, отражается в реальности. Причем буквально, один к одному, независимо от того, что человек пытается выразить, влечение или неприятие. Здесь работает четвертый зеркальный принцип. Зеркало просто констатирует содержание отношения, игнорируя его направленность. Как поступает человек, когда видит, что реализуется то, чего он не хочет? Вместо того, чтобы взглянуть на образ, он направляет все свое внимание на отражение и пытается его изменить. Отражение – это физическая реальность, и действовать здесь приходится только в рамках внутреннего намерения. То есть, если мир не слушается и двигается совсем не в ту сторону, нужно взять его за горло и тащить изо всех сил туда, куда тебе надо. Трудная задача, ничего не скажешь. А во многих случаях и вообще невыполнимая. И все потому, что ситуация совершенно нелепа. Человек, стоя перед зеркалом, старается схватить руками свое отражение и что-то с ним сотворить. Внутреннее намерение путем прямого воздействия стремится изменить уже свершившуюся реальность. Дом построен, но не так, как хотелось бы. Приходится его разбирать и переделывать, но в итоге все равно получается не так. У человека ощущение, будто он сидит за рулем неуправляемого автомобиля. Тормоза не работают, мотор то глохнет, то ревет на полную мощь. Водитель старается вписаться в реальность, но автомобиль ведет себя совершенно непредсказуемо. По всей логике, для того, чтобы миновать препятствие, нужно повернуть в сторону, однако получается совсем наоборот. С того момента, как только опасная преграда завладела вниманием, столкновение становится неизбежным. Руль поворачиваешь в одну сторону, а тебя несет в другую. И чем сильнее давишь на тормоза, тем выше скорость. Получается, что не человек управляет реальностью, а реальность управляет человеком. Ощущение, как в далеком детстве, вот я бегу и реву изо всей мочи. Мир не желает мне подчиняться, вот он как меня обидел. Ничего не хочу слушать и понимать. Просто бегу и ору, и мой рев модулируется ударами ног о землю. Вспомнили, как это бывает? И что же это я такой бестолковый? Взрослые пытаются что-то объяснить, но у меня нет никакого желания в этом разбираться. Все должно быть по-моему, и точка. Я повзрослел, но ничего не изменилось, я так ничего и не понял. Я, как прежде, топаю ногой и требую, чтобы мир меня слушался. Но он все делает назло, и вот я снова бегу и ору. Бегу навстречу реальности, а ветер внутреннего намерения дует мне в лицо. Но все тщетно, реальность управляет мной, она заставляет меня, словно устрицу, реагировать негативно, и от этого сама же становится все хуже. Как же управлять этим сумасшедшим автомобилем? Что должен сделать человек, в чем его ошибка? Ошибка заключается в том, что он смотрит, не отрываясь, на отражение. Отсюда и все его проблемы. А сделать следует вот что. Прежде всего нужно прекратить погоню за отражением и остановиться. Это значит, надо оторвать взгляд от зеркала и отказаться от внутреннего намерения повернуть мир в нужную тебе сторону. В этот момент сумасшедший автомобиль замрет на месте, реальность тоже остановится. А дальше произойдет невероятное, мир сам двинется навстречу.